Всем привет, и как ни странно, сегодня у меня на обзоре фонарик с названием RRTO Pro. Произвел его JetBeam. Почему JetBeam? Потому что когда-то у меня было пару фонариков Jet 2 и Jet U. И причем Jet 2, он работает от обычной пальчиковой батарейки и выдавал практически 400 люмен. Он мне нравился, но опять же куда-то он ушел. Поэтому давайте рассмотрим вот такую вот модельку EDC-шника. Он выдает аж 1680 люмен. Почему такая странная цифра? Потому что, наверное, ее реально все-таки замеряли. Потому что когда пишут приблизительно 1500, то может быть 1450 или 1540. А тут ребята заморочились. Правда, больше никакой информации нам про этот фонарик на коробочке не оставили. А вот таким ловким движением мы сейчас его вскроем. Та-дам! Никаких тебе кулечков. Вот такой вот просто фонарик. Бери и пользуйся. А вы скажете, самый обычный фонарик? А я вам скажу, он не такой уж и обычный. Итак, давайте его отложим и посмотрим, что же там еще внутри есть. Есть какой-то сертификат. Инструкция на фонарик, как мы любим, на китайском, но не стоит паниковать, есть и на английском. А вот из инструкции мы уже узнаем, что фонарик не так уж и прост. Он весит 66 грамм, у него IPX8, то есть мы его можем на 2 метра погружать под воду, с 1,5 метра можем смело кидать. У него помимо основных есть еще RGB светодиоды. Работает он на 123 аккумуляторе и есть у него 3 режима. 20 люмен на 18 часов, 420 люмен, которые упадут в 270 и проработает он 1,5 часа, и максималочка 1680 люменов, которые упадут в 450, на которых он проработает около часа. Но подождите, хвататься за фонарик, он конечно интересный, но давайте все-таки посмотрим комплект. Итак, у нас есть толстый темляк JetBeam. Такой он не плоский, а круглый. И вот так вот по нему бегает ограничитель. Причем ограничитель, кстати, хорошо бегает. То есть он туда-сюда сам не передвигается. Реально толстый шнур USB Type-C. И почему я его заказал? Во-первых, здесь магнитное переключение. Такое переключение обычно используется у подводных фонариков, а у EDC-шек я довольно-таки редко это дело встречаю. В руках, если честно, держу первый раз. Не подводный фонарик, у которого магнитное переключение. И несмотря на то, что тир-оптика пластиковая, сверху она прикрыта просветленным закаленным стеклом. На мой взгляд, большой плюс. Царапин собирать не будет. Плюс по влагозащите тоже будет небольшой. Собран данный фонарик на очень хорошем уровне. И вот это вот переключение с помощью кручения колеса мне, если честно, понравилось. Оно, наверное, не самое оптимальное, но в качестве такого себе гаджета, виджета периодически очень даже удобно им переключать. Иногда, конечно, просто так вот клацаю. Приятно ходит. Вот такой магнитный ход идет. То есть небольшое сопротивление и потом четкое срабатывание. Но не будем отвлекаться. Давайте проверим размер, вес, как светит, как долго светит. Итак, поехали. Длина чуть более 74 мм. Диаметр меряю по безелю 26 мм. Весит данный фонарик 67 грамм. Давайте перевернем, потому что в одном сообщении мне говорили, что если притягивать магнитом, то будет другой вес. Но, как видите, вес не меняется. И, кстати, о магните. Давайте проверим, насколько хорошо он держится. Свой вес держит. Падать не должен. По клипсе она удобная. На кармане носить, в принципе, удобно. А вот таким образом это выглядит. Хотя он немножечко для этого толстоват. Но можно и вот так носить. А вот то, что она не двухсторонняя, конечно, накладывает некие ограничения. И на кепку вы его, к сожалению, не оденете, только если будете светить на себя. Итак, давайте проверим, а можно ли отемлячить данную клипсу. Да, она без проблем отемлячивается, и, как видите, вот приблизительно такой будет баланс. Что дает такое магнитное крепление, кроме необычности? Оно дает быстрый доступ к любому режиму. Нужно помнить, сколько щелчков вам нужно, и вы можете быстро прокрутить и попасть в нужный вам режим. Еще данный переключатель дает более качественную водозащиту, потому что никаких элементов, которые бы могли пропустить воду, фактически нет. Вот здесь есть уплотнительное кольцо сверху, и, естественно, в этом месте тоже есть, где соединяется эта часть корпуса с головой фонаря. Ни зарядного порта, никаких нажимающихся кнопочек нету, поэтому увеличивает качество водозащиты. Насчет надежности сказать не могу. Теоретически, возможно, это даже надежнее, чем кнопка. Но опять же, для этого нужно фонарем пользоваться много лет. И пока я таких выводов сделать не готов. По режимам работы. Итак, у нас есть 20 люмен, 420 люмен и 1680. Далее у нас идет вот такая вот разноцветная вставочка. Почему вставочка, я чуть-чуть позже объясню. А пока вам, наверное, интересно, сколько же он просветит в турборежиме. Причем у него два турборежима, 420 и 1680. И в описании написано, что и там он светит 1 минуту. Это не совсем логично, потому что в 3 раза большая яркость не может давать то же время работы. Естественно, я замерил, что теперь буду делать все время, потому что турборежимы — это самая неоднозначная штука у фонарей, особенно с большой яркостью. Итак, я проверил в режиме 420. Давайте посмотрим. Как видите, яркость не падает.
И данный фонарик честно выдерживает минуту. Потом идет небольшое падение, порядка 30%. И я еще ждал до 1,5 минуты. Наверное, можно было ждать и дольше, но она не падала, и это уже было неинтересно. 55 секунд, и потом есть небольшой провал. Ну, зачтем. Минуту на 420 он в турбо держит. После этого, конечно же, я данный фонарик охладил. То есть я подождал минут 20 для того, чтобы не было никаких накладок. И проверил в режиме супер турбо на 1680 люмен. Итак, смотрим. Как видите, приблизительно с 45 секунд яркость начала активно проседать. Написано, что после минуты он проседает в 450 люмен. И дальше он как бы без проблем светит. Сколько просветит, я уже не засекал. Самое интересное, фонарик не особо-то и нагрелся. На мой взгляд, можно было и 2, и 3 минуты поставить для турборежима. Если бы он уже прям сильно прогревался, тогда уже как бы сбавлять. Хотя, возможно, где-то на плате стоит терморелюха, которая выключает немножечко раньше, а рукой я еще просто не успеваю эту температуру заметить. У меня когда-то был древний конвой, он чем-то вот напоминает. Вот такой вот фонарик. Ну, конвой вы видели, у них одинаковые корпуса, там было 550 люмен. Он мог час работать, не сбавляя яркость. Он был горячий, как зараза, градусов 70, и я переживал каждый раз за аккумулятор, но тем не менее он работал. И, в общем-то, сейчас, наверное, живой, просто я его где-то немножечко потерял. И, конечно же, интересно посмотреть, как он светит ночью. Причем ночь будет не максимально темная, потому что в максимально темную ночь, собственно, любой фонарик будет довольно ярким, а с небольшой паразитной засветкой. Итак, смотрим. Вот таким образом 20 люмен отображается в лесу. В принципе, до 5 метров нормально освещает. Это вообще режим выгула собаки, на мой взгляд. Вот выгуливать собаку 20 люмен отлично, вполне себе достаточно. Вот таким образом выглядит 420 люмен. Уже до 40 метров нормально пробивает, и в принципе этого уже достаточно. Но если вам этого режима мало, включаем максималочку 1680, и тут уж получается такой довольно заливной свет, есть центральное пятно, как вы видите, и довольно приличная боковая засветка, то есть такой столб света, и фактически все, что нужно, вам видно. Единственное, вам нужно уложиться в 45 секунд, иначе яркость начнет падать. А, к примеру, если мы зайдем в подъезд, как вы видите, все режимы, кроме 20 люмен, а вот таким образом выглядит 20 люмен, будут излишними. 420, 1680, они уже излишни и просто забивают все светом. В общем-то, они особо-то и не нужны в помещении. Если, конечно, помещение небольшое. Чуть позже мы еще посмотрим, как он светит в разных ситуациях. А пока давайте попробуем посмотрим, как же светят здесь цветные светодиоды. И вот к этому режиму у меня есть некоторые вопросы. Если его использовать просто для фоновой засветки помещения, то да, прикольно, он фактически на 180 градусов дает вот такие вот засветы. Почему они получаются? Естественно, потому что внутри стоит 3 отражателя, и вот от них такие отражения мы и получаем. А у RGB-шки никакого своего отражателя нету, просто пользуется общим отражателем. Поэтому довольно спорная цветовая картинка. Моему ребенку понравилось, он их называет ежевичками. Засветить комнату можно, реально светить вперед, к сожалению, не получится. Красный цвет довольно яркий, но реально пользоваться им, ну, я не вижу, в каких ситуациях можно. И, кстати, вот мой любимый цвет зеленый. Он тоже здесь яркий, но картинка, которую он рисует, ну, очень она своеобразная. И если к основным режимам у меня никаких вопросов нету, они реально яркие, есть центральное пятно, есть хорошая боковая засветка. Кстати, боковая засветка выглядит вот таким образом. Как видите, угол довольно-таки широкий. Если хотите подробнее рассмотреть, вот таким образом это выглядит ночью. Я думаю, где-то 150 градусов угол засветки вполне себе достаточно. И вот, как видели, нужно запомнить, в какую сторону включать, в какую сторону выключать. И, кстати, в режиме RGB он довольно хорошо греется. А вот в режиме турбо он даже, ну, я бы сказал, градусов до 35 прогревается, может быть, чуть больше. И, на мой взгляд, можно было 420 люмен минут до 3 растянуть. Я думаю, ничего ему не было, этому фонарику. А вы спросите, какая тут стоит батарейка? А батарейка тут стоит вот такого вот размера. Если кого-то напрягает, буду говорить аккумулятор. Аккумулятор здесь 16340, у него емкость 850 мА. Для такого аккумулятора это нормальная емкость, может разряжаться до 3,7 вольта. Ну, в общем, еще из интересного, конечно же, есть порт заряда, с помощью которого мы его и заряжаем. А вот таким образом это выглядит. Включили, горит красный огонек, загорелся синий, он зарядился. Скорее всего, из-за того, что здесь вот такой вот магнитный переключатель, то голова имеет довольно интересную форму. Она, как видите, довольно массивная относительно фонаря. Все скрыто внутри за винтами. И, честно говоря, особого смысла раскручивать я пока не вижу. И давайте посмотрим, как он светит, к примеру, в садах. Вот таким образом он светит на 20 люмен. Как видите, это совершенно недалеко получается. 420 уже пробивает на 40 метров. А если мы включаем 1680, то 40 метров он шикарно пробивает. И видно практически все. А если смотреть глазом, а не через телефон, то видно все. И даже местами немножко избыточно. Вообще, к этому фонарику, мне кажется, нужно относиться как к гаджету. Это такой EDS-гаджет, который умеет ярко светить.
То есть вы хотите ярко куда-то просветить, включили 1680 люмен, для такого размера это отличный свет, но естественно это всего лишь в пределах минуты. И для прогулок с собакой вот в режиме 20 люмен он может работать 16 часов, этого более чем достаточно. То есть это определенно городской фонарик, который в походах вам особо-то и не пригодится, а вот в городе с ним таскаться приятно, как видите, он влазит полностью в руку. Так что если вам зашла такая система переключения яркости, то данный фонарик смело можно рассмотреть. Да, он не совсем дешевый и желательно его брать, конечно же, по распродаже. А в остальном фонарик, на мой взгляд, получился удачный, но не универсальный. Это такой чисто городской EDS фонарик. Я, конечно же, его оставлю себе в коллекцию за счет того, что у него вот такое вот интересное переключение, плюс максимальный режим довольно-таки мощный. 1680 люмен, это вам не шутки. И напоследок давайте посмотрим, как он светит в смешанном режиме. То есть у нас есть справа дорога, слева у нас листья. Как видите, 20 люмен вполне себе хватает, чтобы не потерять собаку и не врезаться в дерево. А если мы включаем 420, то у нас уже практически все видно, и даже дальние деревья немножечко освещаются. Ну и когда мы врубаем 1680, у нас есть максимально яркое пятно света, видим все. То есть можно вот таким образом максимально просветить 1680 люмен, посмотреть, что впереди, и дальше уже двигаться в режиме 20 люмен, зная, что впереди никаких проблем не будет. Выводы. Фонарик получился интересный, но универсальным его я назвать, к сожалению, не могу. Если вам такой форм-фактор фонарика заходит, смело покупайте. Реально косяков я в нем не выявил. И, конечно же, вам интересно, как же он светит под водой. Давайте посмотрим. Как видите, он воды совершенно не боится. Собственно, я и не переживаю. У него IPX8, поэтому его можно крутить, поливать под струей. В общем, воды данный гаджет совершенно не боится. Воды не боится, светит ярко. Классный дизайн. Как EDS гаджет фонарик для города. Крайне рекомендую.